Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Караван-салон Дюссельдорф. И сегодня мы снова на стенде Forster, это лоу-костер такой от Евромобил, от Trigano Group. И сегодня у нас в обзоре будет вэн. Шасси у нас Fiat Ducato, обновленный, 2022 года. Мотор, мощность 120 лошадиных сил, вес машины 3300, 3,5 тонны максимум в какой-то комплектации, грубо говоря, зависит. Но в любом случае это у нас, B-категория. Длина. Габариты 5,99, то есть 6 метров, ширина 2,05, считай 2, и 2,61 высота. Вот такой компактный достаточно вэн. Предлагаю сразу же посмотреть, что у нас внутри. Fiat у нас, как я уже сказал, обновленный. На руле появились все необходимые помощники, но на самом деле вся прелесть нового Fiat это в том, что у него появилась классная мультимедиа, в которой возможности приближены к тому, что мы любим в Mercedes-Benz Sprinter. А в данном случае у нас такая очень простая комплектация, и поэтому у нас здесь мультимедиа просто не установлена. Но, естественно, опционально, по идее, можно ее заказать, чтобы она здесь была, но это уже в любом случае как-то будет влиять на цену. Дальше тут у нас осталось все точно так же, климат-контроль отсутствует, есть просто кондиционер. В новых Фиатах при этом тоже вот этот блок с кондиционером решен интересно. Если у нас здесь будет кондиционер, то вот в этой ячейке еще внизу останется свободная полочка, потому что он узенький. Раньше она всегда занимала всю эту панель, то есть, по сути, по месту, которое здесь используется, не было разницы, климат у вас или просто кондиционер. Ну и вот здесь обновленные кнопки. Коробка механическая стоит, уже совершенно не популярна, никто особо вроде как механику не берет, но, естественно, тоже можно заказать, чтобы был автомат 9-ступенчатый крайслеровский. В коробке каких-то изменений не было. Type-C и обычные USB розетки, и внизу есть панелька с беспроводной зарядки. В целом по кабине, по Фиату здесь все. В целом Forster это такой низовой бренд Евромобиль, как я сказал, это как у Sunliving, у Adria. Поэтому мне сразу же хочется сравнивать то, что мы здесь видим, с какими-то моделями Sunliving. Тут как раз самое ближайшее сравнение, наверное, это вот этот Sunliving Family, который есть в прокатном парке у компании Яхты на колесах. Столовая группа. Мы в ней оказываемся, когда разворачиваемся на креслах. Обивка у нас тканевая. Тут, в принципе, все вот аналогично тому, что мы видим в Sunliving. Вообще каких-то существенных таких изменений, на первый взгляд, я не вижу. То есть есть отличия просто в дизайне. Но вот если мы заходили в Форестеры, которые были там алькованные, и я видел, что есть вещи, которые выглядят подороже, покруче, то здесь, мне кажется, что вот сравнивать, если с Sunliving, то это просто что больше кому приглянется, вот чисто визуально. И с точки зрения качества сборки, на первый взгляд, я каких-то отличий тоже не вижу. Все достаточно нормально, насколько это может быть для такого ценового сегмента. Насколько это надежно на протяжении времени, тут надо этим временем, собственно говоря, и проверять. Так я сходу сейчас это все сказать не могу. К планировке. Здесь у нас стол. Он поворачивается и получается вот такой достаточно большой. Интересная форма, двухуровневый получается, естественно, стол. Но вот он не просто продолжается друг друга, а вот с таким сдвигом. Выглядит симпатично, любопытно. По дизайну столешницы он какой-то немножко странноватый, хотя остальное все выглядит аккуратно и симпатично. Спальные места. Здесь у нас в столовой группе не предусмотрено в этой планировке, чтобы получалось какое-то дополнительное спальное место в столовой. Но вообще всегда, даже когда это предусмотрено, это очень странно. Такое все равно кривое условное спальное место. Это либо гостевое на один раз, либо там, для ребенка, может быть, еще как-то с дополнительным матрасом это работает. Ремней безопасности 4, соответственно, 2 в кабине и 2 напротив на диванчике на 4 человек рассчитано в пути. Над входной дверью у нас пульт управления всеми системами жизнеобеспечения автодома. Здесь мы можем посмотреть заряды аккумулятора салонного и жилого блока. И здесь же мы можем посмотреть чистую воду, включить, отключить насос, включить освещение на улице или отключить разом все общее освещение внутри. Температуру можно проверить.
Про температуру есть еще, конечно же, у нас печка Webasto, то есть дизельная, будет работать от топлива из общего бака. И это классно, потому что у нас лишний раз не надо беспокоиться о газе, а газ нам нужен только для холодильника и плиты. Поэтому у нас как раз таки и маленькие баллоны. Кухня. Один большой шкафчик вверху. И внизу у нас рабочая поверхность полностью занята вот этим модулем Dometic, в котором у нас мойка и плита. Соответственно, чтобы у вас была какая-то рабочая поверхность, вам надо опускать одно из стекол, ну или же вот есть такая дополнительная столешница, которая фиксируется вручную пластиковой опорой внизу. Но, естественно, нагрузка здесь вот, ну, видите, она так вот не очень крепкая, что-то тяжелое я бы сюда, естественно, не ставил. Два огня. Есть электроподжиг, нет, пьезоподжиг такой, надо прям нажать, тогда искра есть. Но, во всяком случае, спички вам возить с собой не придется. Кран вниз складывается. Вход напротив, естественно, кухни, есть москитная сетка, которая у нас закрывает вход. Внизу ящики. 3 ящика, открываются они вот так вот не очень широко, но сами по себе достаточно вместительные. Для вилок, ложек, лоток. Все такое простенькое. Ну, простенькая, аккуратненькая, лаконичная. Кстати, ручки, вот здесь вот ручка на ящике наверху, защелкой, замком-фиксатором, она точно такая же, как используется в Adria, но только она хромированная, а у Adria сейчас вот последние годы делают в санливингах черные такие же матовые ручки. Мне больше нравятся черные, но остальное в целом это вопрос вкуса, чисто технически это та же самая ручка. Выше есть подсветка светодиодная и розетка 220 вольт. В целом по кухне это все, ну не считая холодильника. Есть холодильник, работает он у нас от 220-12 вольт и от газа, очень компактный. Не могу сказать литраж холодильника, нигде здесь не вижу информации. Вижу только то, что он прямо сейчас работает, но морозилочка прям вообще малюсенькая. Но навскидку можно сказать, что это, ну, даже, наверное, меньше, чем 90 литров, ну или 90 литров объем. Но как будто здесь не будет 90 литров. Смотрите по ссылке в описании, тут много технической информации нет. Например, я не смог нигде выяснить, сколько здесь запас воды бак. Предполагаю, что литров 50-70. Судя по объему места, где установлен бак. Но информации нет, поэтому мы ее позже уточним, и она будет по ссылке в описании на сайте. Переходите, смотрите, если вам это действительно важно. Под холодильником шкаф, просто шкаф, место для хранения вещей. Напротив кухни у нас санузел, объединен туалет и душ в единое пространство. В уголочке небольшая раковина. Туалет у нас Тедфорд с электросмывом, и все остальное это душевая кабина. Не понимаю, как защищается фасад от того, когда вы моетесь, чтобы все это не размокло, потому что я не вижу особо креплений для штор. Но, вернее, есть на потолке вот такие защелки, в которые на магнитках как бы еще фиксируется штора, но шторы самой здесь сейчас нет, наверное, чтобы не портила лишний раз вид. Так что предполагаю, что по кругу у нас должна быть еще такая беленькая шторка, которая закрывает фасады. Выше есть еще один ящик с зеркалом. Светодиодная подсветка также, все. Больше особо здесь отметить нечего. Ну и, конечно, главное, что есть в этом вэне, это 2 двуспальные полноценные кровати внутри самого жилого пространства. То есть у нас тут нет каких-то подъемных крыш и подобных изобретений, но все равно есть 4 спальных места. Причем это достаточно широкие, 120 сантиметров шириной. Хотя навскидку как будто даже 140, но написано было 120. В общем, достаточно большая двухспальная кровать, жесткий ровный матрас, несмотря на то, что разделяется на части, но я вот на него лег, и прям такое очень приятное ощущение. И, соответственно, их просто 2, и мы спокойно здесь вчетвером можем размещаться без каких-либо дополнительных изобретательств. Что из плюсов могу сказать? Однозначно плюс здесь перед санливингом есть в том, что фонарики у нас с USB-розетками. И наверху, и внизу по 2 фонарика. То есть на каждого человека свой фонарик, своя USB-розетка. В современном мире, когда у нас телефоны, это очень важно. Но в защиту санливинга могу сказать, что сейчас в них ставят тоже трековые везде светильники. И, как правило, в задней части там есть уже этот трек. И если там даже нет USB-розетки, то можно ее на трек туда, собственно говоря, и установить. Ну и, конечно, багажное отделение. Оно у нас в вэне образуется из спального места. Вот таким образом складывается матрас. Отдельно есть вот эта рама с ламелями. Плюс могу сказать в том, что здесь есть ламели. Соответственно, кровать у нас такая более и надежная, и комфортная. Потому что иногда бывает в дешевых моделях здесь просто фанерка такая, доска опускается, на ней уже лежит матрас. Матрас спустя время больше проминается, и, в общем, все это не очень круто. Но из минусов могу отметить, что
куда ее убирать и как ее складывать, когда мы делаем багажник, не очень понятно. То есть надо просто эту конструкцию вот так ручками вынимать, складывать пополам и либо ставить куда-то в багажник, либо закидывать на верхнюю кровать. Кстати, верхняя кровать, если она вдруг вам не нужна, вы едете вдвоем и не хотите, чтобы было лишнее место, она просто тоже вынимается, ее можно оставить, например, дома. Все, получается таким образом багажный отсек. Здесь у нас что? Здесь у нас ящички есть, место для хранения вещей. Вот, раз, открываем, два, дверка. Все просто пустые ниши. И третье, что здесь у нас? Еще одна точно такая же ниша, как и та первая, но только здесь у нас есть место для установки баллона. Но я так понимаю, что сюда ставится основной баллон, это не газовый отсек, потому что, по идее, газовый отсек у нас вот здесь. Да, здесь у нас газовый отсек, в котором мы подключаем баллон, а здесь мы храним просто запасной, для него есть там фиксаторы. Снаружи у нас сзади есть камера заднего вида, уже штатно, что неплохо для такого ценового сегмента. По левому борту заливная горловина чистой воды, объем бака, как уже сказал, смотрите где-то по ссылке в описании, кассета биотуалета Тедфорд и подключение к сети 220 вольт. Дверь входная, естественно, сдвигается в сторону, она у нас будет с центральным замком, за ней скрываются вентиляционные отверстия, холодильник и дометик. В целом по правому борту чего-то еще интересного особо нет, не считая того, что у нас вот здесь есть такая направляющая, она для того, чтобы можно было поставить стол. То есть мы можем вот этот стол изнутри снять, здесь вот ножку, если надо, укорачивается, и стол будет у нас вот здесь расположен, когда вы сидите на улице, собираете какую-то палатку, что-то такое, вот и садитесь на улице. Это классно, когда в венах есть такая возможность. Ну и, конечно, у нас есть здесь ступенька электрическая. Вот таким образом раз, разложили, раз, сложили. Вен от Forster мы сегодня с вами посмотрели. Напишите в комментариях ваше мнение по поводу такой планировки и вообще по поводу таких эконом-брендов. Как вам нравится, не считаете вообще целесообразным такую покупку. И что думаете, если вот сравнивать с Unliving? Вот так, чисто визуально, на первый взгляд, в чью пользу как бы это будет сравнение, по вашему мнению? Две кровати, напоминаю, полноценные, 4 спальных места. Для Вен это все очень неплохо. В таком же случае мы можем вот спокойно спать внутри жилого пространства. Двери вообще зимой эти огромные сзади не распахивать. И все у нас будет хорошо. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Мы работаем на выставке в Дюссельдорфе. И здесь у нас выходят разные ролики про вот такие какие-то дешевые варианты, про что-то супер дорогое премиальное. Поэтому поставьте колокольчик, чтобы не пропустить то, что интересно именно вам. Также у нас есть телеграм-канал у Яхты на колесах. Там можно задать какие-то вопросы, пожелания к следующим роликам, увидеть различные лайфхаки, так что не забывайте подписываться. Меня зовут Антон, это канал Яхты на колесах. До новых встреч, пока!